Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую яркую необычную змейку. Посмотрите, какой у нее красивый узор. Она вся разноцветная. Необычная она потому, что на эту змейку мы можем использовать все остатки нашей пряжи. И каждая секция, провязанная другой пряжей, зависит от того, вот сколько у вас осталось пряжи, вот какой остаток, да. И каждая змейка от этого будет с очень оригинальным узором, с неповторимым узором, потому что вы эти узоры, вот эти секции регулируете сами. Все зависит от вашей фантазии. И вязать ее очень легко, очень просто, так как вы используете сюда все свои остатки пряжи, потому змейка получается экономичная по расходу пряжи. Только берем вот основной цвет, его уходит самое больше, а дополнительный это уже зависит от остатков пряжи. Также наполняем наполнителем только голову, все остальное туловище остается пустое. И в мастер-классе я покажу подробно, как ее можно связать. И для змейки я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров, и крючок возьму 4 миллиметра. И еще длину змейки тоже можно регулировать самостоятельно в зависимости от того, какая вам нужна длина игрушки. Вот свою покажу. Моя получается, так, вся не помещается, 34 сантиметра. И давайте вместе с вами теперь свяжем вот такую красоту. Начинаем вязать змейку. Берем основной цвет, набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку. В последнюю воздушную петлю ввязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В последнюю, вот разворачиваем вязание, ввязываем хвостик и в последнюю воздушную петлю ввязываем прибавку. Так получилось 8 столбиков. Разворачиваем вязание, вяжем второй ряд, провязываем 8 столбиков без изменения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третий ряд тоже вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В третьем ряду 8 столбиков. Четвертый ряд вяжем 4 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и четвертая прибавка. Провязали 4 прибавки. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В
конце 4-го ряда 12 столбиков. 5-й ряд провязываем 2 столбика, 1, 2, 4 прибавки, 1, 2, 3, 4. И довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В конце 5-го ряда 16 столбиков. Теперь 6, 7 и 8 ряды вяжем по 16 столбиков. Вот провязали 3 ряда, 6, 7, 8 по 16 столбиков. Немного наполнила наполнителем. Теперь 9 ряд, 2 столбика, 1, 2, 4 убавки подряд, 1, 2, 3, 4 и довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось 12 столбиков. 10 ряд вяжем 4 убавки, 1 убавка, 2, 3 и 4. И довязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Получилось 8 столбиков. Берем наполнитель и еще дозаполняем немного голову наполнителем. Следующий ряд 11. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Красиво дозаполняем голову. Так, и далее будем вязать уже туловище. И вот далее ряды я считать не буду. Провязываем вот таким образом. Вот мы начали провязывать столбик без накида. Теперь берем дополнительный цвет и завершаем этот столбик дополнительным цветом. Теперь вяжем дополнительным цветом, но не до конца, а завершаем основным цветом. И так чередуем. Теперь основной цвет завершаем дополнительным цветом. И теперь продолжаем дополнительным цветом, провязываем
столбик не до конца, меняем цвет на основной. Теперь основным цветом завершаем все дополнительным. Теперь начинаем вязать дополнительным цветом столбик, меняем на основной. Основной, дополнительным закончили. Дополнительный, переходим на основной. Снова основной, дополнительный. Теперь дополнительный цвет меняем на основной. Основной, дополнительный. Дополнительный, основной. Дополнительный, основной. Итак, вяжем змейку той длины, которой вы хотите связать. Наполнять эту змейку я не буду, она будет без наполнения, только наполнена голова. И на любом этапе можно менять цвет пряжи, и таким образом можно использовать все остатки, которые у вас есть. И змейка получится яркая, красивая и необычная. И вот у меня получилась такая красивая разноцветная змейка. Несколько рядов я провязала основным цветом. И напоминаю еще раз, что змейку не наполняла. Вот само туловище змейки пустое. Теперь провяжем последний ряд. Будем вязать 4 убавки подряд. 1, 2, 3 и последняя убавка. 4. Отрезаем ниточку. Теперь спрячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Ниточку подтянули. Вкалываем в середину и выводим сбоку. И отрезаем этот хвостик. Получается такая змейка. Змейки я приклеила глазки, они 8 миллиметров. И можно оставить змейку вот такой. Можно связать язычок. Для этого нам потребуется пряжа полухлопковая. У меня это джинс Ярнард и крючок 2 миллиметра. Оставляем немного хвостик. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительную петлю. 1, 2, 3. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем соединительную петлю. 1,
2, там, где уже провязывали соединительную петлю, еще одну провяжем и до конца ряда довязываем 2 соединительные петли. Вот получается такой маленький красивый язычок. Отрезаем ниточку. Теперь берем змейку и будем присоединять. Так, в одну сторону вытянули ниточку и во вторую сторону. Теперь здесь под язычком завязываем на 2 узелка. Один узелок и второй. И эти 2 ниточки прячем вовнутрь изделия. И вот змейка получается с таким уже красивым язычком. И вот змейка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!